Вы все еще сомневаетесь в существовании пришельцев? Уже в 1964 году военные США проводили допрос одного из них. В любом случае, я приглашаю вас к просмотру этого ролика, потому что то, что вы увидите, поможет вам составить собственное мнение о том, есть ли жизнь за пределами Земли. Вы когда-нибудь задумывались, что бы вы сделали, если бы столкнулись с НЛО? Это не просто сюжет для фильма. Для военных это может быть реальность. История произошла в июле 2019 года. Представьте себе, спокойный патруль корабля военно-морских сил США «Амаха» вдоль побережья Сан-Диего. И вдруг спокойное дежурство превращается в захватывающую историю о встрече с НЛО. В тот день, когда небо и океан были тихими, экипаж заметил странный объект. Видео с этого события стало сенсацией в интернете. Видите, как непонятный объект сначала парит в воздухе, летит параллельно океану, а затем резко уходит под воду. Что же это за объект, если не корабль, которым управляет существо с другой планеты? Почему он появился именно там? Официальный представитель Пентагона Сьюзен Гофф подтвердила, что эксперты изучили сферический объект, заснятый у берегов Сан-Диего, и исключили возможность монтажа. Это подтверждение подлинности привлекло внимание и породило волну предположений. Президент США в том году Дональд Трамп потребовал, чтобы директор национальной разведки и министр обороны представили Конгрессу отчет обо всем, что им известно об НЛО. Кстати, я заметил, что солдаты часто становятся очевидцами странных летающих объектов, которые невозможно объяснить известными человеческими технологиями. Многие считают, что это доказательство существования технологий, о которых мы даже не подозреваем. Как считаете? Итак, что же это было? Поделитесь своими мыслями. Я вам расскажу про еще один случай встречи военных с неопознанным летающим аппаратом, как доказательством того, что все-таки другие цивилизации существуют, и они иногда посещают Землю. Вы когда-нибудь задумывались, каково это увидеть НЛО? Для некоторых это не просто фантазия. 20 апреля 2021 года на военной базе Кэмп Уилсон в Калифорнии более 50 морских пехотинцев стали свидетелями того, что может быть самой поразительной встречей с неопознанным летающим объектом. В тот вечер, когда небо было темным, над базой появился огромный черный треугольник. Его нельзя было не заметить. 5 красных огней выделялись на фоне ночи. Объект был примерно размером с половину футбольного поля и парил в небе около 10 минут. Это необычное явление не только поразило присутствующих, но и было запечатлено на 6 видеозаписях, сделанных самими солдатами на смартфоны. Видео, позже показанное в подкасте «Вооруженные журналистами» Джереми Корбеллом и Джорджем Напом, показывает, как этот загадочный объект висит в воздухе. В какой-то момент пехотинцы даже попытались осветить его сигнальной ракетой, но объект исчез, прежде чем его смогли рассмотреть. Удивительно, но доктор Джерри Нолан из Стэнфордского университета утверждает, что нет причин сомневаться в подлинности этих записей. Так что же это было? Массовая галлюцинация или доказательство того, что мы не одни во Вселенной? Поделитесь своими мыслями об этом интригующем явлении. Представьте себе, вы идете по густым джунглям Амазонки. Вокруг только звуки дикой природы, и вдруг вам попадается нечто совершенно невероятное. Именно это случилось с 2 британскими туристами, которые исследовали одну из деревень индейцев в Бразилии. Они снимали детей, когда на заднем плане камеры мелькнуло загадочное существо. Позже, просматривая видео, они заметили, что это было нечто гуманоидное, смотрящее прямо в объектив. Существо имело все черты, которые обычно приписывают инопланетянам. Большая голова, огромные глаза, серая кожа. Уфолог и бывший сотрудник НАСА Майкл Коэн, которому туристы показали видео, утверждает, что это может быть доказательством присутствия инопланетной жизни на Земле. Он уверен в подлинности записи и считает ее важным свидетельством визитов разумных существ из космоса. Это видео уже вызвало интерес нескольких американских кинокомпаний. С другой стороны, скептики указывают, что существо слишком похоже на типичного инопланетянина из фильмов, а странный огонь ведет себя неестественно. И все же Майкл Коэн полон решимости доказать, что видео не фальшивка. Видео, попавшее в интернет в 2011-м, породило множество споров и предположений. Как вы думаете, это действительно инопланетянин или хорошо продуманная мистификация? Поделитесь своим мнением. Я вот подумал, вдруг пришельцы выглядят как-то иначе. Как вы их представляете?
Наверняка с большой головой, длинным худым телом, большие черные глаза. Так? А вдруг они выглядят по-другому и скрываются за пределами видимого спектра? Например, в 2017 году американские морские пехотинцы, находящиеся на базе в провинции Анбар в Ираке, столкнулись с нечто действительно загадочным. Используя тепловизор, установленный на наблюдательном аэростате, они заметили странный объект, похожий на медузу. Этот НЛО, получивший прозвище «Медуза» за свое сходство с морским существом, был невидим для невооруженного глаза и не фиксировался радарами. Видео этого необычного явления попало к известному уфологу Джереми Корбеллу, который в начале 2024 года выложил его в интернет, вызвав волну обсуждений. Подлинность записи подтвердил Майкл Кинкоски, ветеран морской пехоты США. Он начал службу на этой базе в 2018 году и рассказывал, что видел кадры с медузой. По его словам, объект однажды завис над озером Гиберния, нырнул в воду и спустя 17 минут вынырнул, быстро исчезнув. На видео, представленном Корбеллом, видно, как НЛО меняет цвет с черного на белый, становясь то холоднее, то теплее. Это зрелище вызывает удивление и оставляет много вопросов. Как вы думаете, это была встреча с чем-то внеземным? Каково это? Увидеть нечто, что может изменить ваше представление о мире. В декабре 2017 года группа туристов на Северном Кавказе столкнулась с чем-то невероятным. В горах Эльбруса они сняли на видео загадочный продолговатый объект, парящий в небе на протяжении нескольких часов. Этот объект, напоминающий гигантский инопланетный корабль, привлек внимание пользователей YouTube, собрав почти 150 тысяч просмотров за несколько дней. По своей форме объект напоминал корабль пришельцев из фильма «Война миров». При этом неопознанный объект не перемещался, а находился в статичном состоянии. Он был далеко от наблюдателей, и его закрывал плотный слой облаков, однако он был огромных размеров, поэтому его очертания вы можете отчетливо различить. Посмотрите, от объекта к Земле протягиваются светящиеся щупальца, а при увеличении заметно, что от него отделяется маленький темный объект. Некоторые уфологи предположили, что это звездолет пришельцев, совершавший посадку в горах, тогда как скептики считают, что это всего лишь необычное облако, а темный объект – птица. Эти кадры вызвали бурю эмоций среди зрителей. Одни были поражены и уверены в существовании внеземных цивилизаций, другие оставались настроены скептически. Однако одно ясно – это зрелище не оставило равнодушным никого. Как вы думаете, возможно ли, что это действительно корабль пришельцев? Готовы дальше удивляться? Я покажу нечто большее, чем просто летающую тарелку. Вы увидите самих существ, которые на ней прилетели, и станете свидетелем их общения. Это видео снято в горах, и хотя его автор остался неизвестным, очевидно, что ему удалось запечатлеть нечто уникальное. Представьте себе, человек гуляет в горах или живет неподалеку, как вдруг перед ним появляется объект, напоминающий летающую тарелку. Также на видео четко виден силуэт рядом с тарелкой, который, похоже, общается с другим существом. Один из них, возможно, главный, отдает команды своему помощнику. Через некоторое время оба силуэта исчезают, и тарелка мгновенно взлетает. Вы заметили, с какой скоростью она улетела? Современные летательные аппараты так не могут. Затем оператор камеры, полный азарта, бежит, чтобы успеть сделать еще несколько кадров. Гуманоиды на своем корабле быстро набирают высоту и исчезают в яркой вспышке света. Эти кадры, конечно, вызывают множество эмоций и вопросов. Может, это как раз и есть свидетельство того, что нашу планету посещают пришельцы из других миров? Что думаете? Одно из самых загадочных событий произошло в России в Петрозаводске 20 сентября 1977 года. В 4 часа утра жители города стали свидетелями невероятного явления. На небе вспыхнула гигантская звезда, от которой к Земле протянулись светящиеся лучи. Эта загадочная фигура, напоминающая медузу, медленно перемещалась над городом, осыпая его тонкими световыми струями. Сразу после этого необычного события власти заявили, что это был всего лишь запуск спутника с космодрома Плесецк. Однако эта версия не объясняет странные ровные круги, появившиеся на окнах горожан. Эти отверстия с оплавленными краями оставались необъяснимыми, несмотря на попытки ученых найти логическое объяснение. То, что случилось в Петрозаводске, быстро популярным и вызвало волну обсуждений в прессе. Более 100 человек в Петрозаводске и других городах Карелии и Ленинградской области подтвердили, что видели этот феномен. Особенно поражало разнообразие световых полос, исходивших от объекта.
белые, желтые, синие, зеленые. Эти события получили название «Петрозаводский феномен» и до сих пор вызывают споры. Отверстия на окнах, которые продолжали появляться даже после исчезновения НЛО, также остаются неразгаданной загадкой. Специалисты пытались объяснить их появление воздействием рогатки или воздушного ружья. Однако, как только становилось известно о таком окне, то оно очень быстро менялось на новое. К тому же после события в город прибыло много военных. Так что же произошло в ту ночь? Действительно ли Петрозаводск посетили гости с другой планеты, или это какой-то правительственный эксперимент? В любом случае, власти постарались свести к минимуму разговоры про это. Как думаете, что это было на самом деле? Я вам уже рассказывал о отметках внеземной цивилизации, которые были найдены на египетских пирамидах. Если вы еще не слышали, то после просмотра этого видео обязательно включите первую часть рассказов про пришельцев. Так вот, в наше время пришельцы тоже любят оставлять после себя разные знаки. Они словно хотят сказать человечеству о своем существовании, но, к сожалению, люди еще не научились расшифровывать такие послания. Один из таких знаков – это сложная формация на полях, известная как Джулия Сет. В начале июля 1996 года над полем напротив Стоунхенджа произошло нечто необъяснимое. В 6 часов вечера пилот самолета, пролетавшего над этой областью, не заметил ничего необычного. Но уже через полчаса, когда еще один самолет пролетел над тем же местом, на поле возник внушительный узор размером 277 на 154 метра. Местные жители и охранники Стоунхенджа подтвердили, что утром там ничего не было, и полагают, что сложный рисунок сформировался всего за 15 минут. Этот узор назвали Джулия Сет из-за его сходства с фракталом, известным в математике под тем же названием. Музыканты увидят в нем скрипичный ключ, а морские биологи – спираль раковины моллюска. Удивительно, как такой сложный узор мог появиться за столь короткое время. Момент создания узора остался невидимым для человеческого глаза, оставляя пространство для фантазии и теорий. Вы как считаете, что это? Послание от другой цивилизации или просто необычный природный феномен? А вы знали, что в США есть секретная зона, где собираются и изучаются все случаи, связанные с пришельцами? Это одно из самых загадочных мест на Земле – Зона 51. Основанная в 1950-х годах и расположенная в пустыне Невады, эта база давно окружена конспирологическими теориями. Говорят, что в ее глубинах скрываются захваченные инопланетные корабли и даже сами пришельцы. Здесь, по слухам, проводятся эксперименты по обмену технологиями и генетики с внеземными расами. Неудивительно, что Зона 51 – одно из самых охраняемых мест на планете. До августа 2013 года правительство США отрицало ее существование. История о контактах с инопланетянами в Зоне 51 приобрела широкую огласку. В мае 1997 года, когда по американскому телевидению в программе «Загадочный мир» был показан фрагмент видеозаписи беседы с космическим пришельцем. На пленке был запечатлен последний эпизод из серии допросов одного из серых инопланетян, захваченных после крушения НЛО в конце 40-х или начале 50-х годов. Этот инопланетянин оказался единственным из выживших при катастрофе, способным к речевому контакту. Он кажется беспомощным и уязвимым, что вызывает одновременно и жалость, и страх перед неизвестным. Допрос проводился на территории Зоны 51, однако пришелец скончался, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь. Почему же правительства так тщательно скрывают от людей правду о пришельцах? Возможно, человечество еще не готово принять факт существования других рас, или, возможно, пришельцы уже давно делятся своими технологиями, а власти скрывают это от нас. Как вы думаете, готово ли человечество к такому открытию? Вопрос о контакте с пришельцами. Одна из самых интересных и спорных тем. Есть много свидетельств и данных, которые, по мнению некоторых, подтверждают, что инопланетяне существуют и посещали Землю. Однако многие ставят под сомнение эти утверждения, находя в них противоречия и недочеты. Я постарался дать вам доказательства того, что инопланетные расы существуют, и они посещают Землю. Пусть пока скрыто. Но кто знает, может, в будущем мы сможем наладить общение с инопланетянами и вместе изучать космос. Пока ученые собирают свидетельства существования пришельцев, вы можете внести свой вклад для донесения информации до людей. Мы приглашаем вас присоединиться к нашей команде.
Если вы владеете навыками монтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишете интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании.